Говорит и показывает канал «Бензин и кофеин». Смотрите и слушайте историю о начале строительства ретрода на основе кузова мотоколяски Серпуховского мотоциклетного завода СМЗ С3А 1958 года выпуска. В наличии кузов с плохо сохранившейся рамой, крышка багажника, кузовная панель моторного отсека, двери и протекающий бензобак. Собираю запчасти в кучу для понимания общей картины. Стараюсь действовать аккуратно, чтобы не поцарапать лакокрасочное покрытие. В развалах нашел две покрышки от своего старого внедорожника. У соседа отобрал ушатанный вазовский штамп с лысой резиной. Его также бросаю в кучу для понимания общей концепции. Убитые спецованные диски Wexler Silverweb также пойдут в дело. Полную историю о переделке и восстановлении этих дисков вы можете увидеть на канале. На радостях побежал в шиномонтажку и обул диск. В тот момент мне показалось, что ретрод практически готов. Как же я заблуждался. Все-таки фантазии и реальное воплощение бесконечно далеки друг от друга. С общей концепцией определились. Сейчас пробежимся по кузову, затем начнем кастомизировать пороги и раму. И перейдем к примерке двигателя мотоцикла Днепр МТ-1036 на Моргуновку. Как видно, во время демонтажа мотора омывателя спешили и вырвали проводку с кусками приборной панели. То же самое касается рамки номера и левого поворотника. Мотоколяска получила удар справа сзади. Из-за него кузов повело, перекосило и оторвало от рамы в районе передних кронштейнов. Творчество предыдущих хозяев. Вырезанный автогеном кусок кузова. На правом переднем крыле чеканка от лучших мастеров. Выполнена с душой и огоньком. Уничтожить такую не поднимается рука. В общем-то, тут много загадочных артефактов. Вот, например, замечательный дуршлаг. Кем-то организован воздухозаборник. Судя по всему, для обдува запаски в багажнике. Пороги практически в идеале, только немного подшаманить. Баллов нет, они сгнили. У предыдущего хозяина Моргуновка много лет валялась в чистом поле, ржавела и вырастала в землю. Начинаем работу по кузову ретрода. Собственно, работать начинал на пеньках и табуретках, в самом настоящем сарае, в котором нет даже ворот. Чтобы затащить Моргуновку, пришлось разбирать стену. В процессе сарай стал превращаться в гараж. Расширил его, залил бетонные полы. Работать на пеньках экологично, но очень неудобно. Поэтому решил построить примитивный стапель с регулируемыми ножками. Делаю. Устанавливаю на него кузов, предварительно отрезав переднюю часть рамы. Кастомизацию порога начинаю с удаления гнили. Многие этапы работ не заснял, крупных планов не делал. Впрочем, я отвлекся, продолжая восстанавливать каркас кузова и обшивку. Из профильной трубы 50 на 30 на 2,5 мм вырезаю П-образный профиль, который одеваю на порог. Профиль одевается примерно вот так. Приступаю к замене гнилых кронштейнов. Из профильной трубы 50 на 40 на 3 мм нарезал заготовок. Разметил и вырезал отверстие для стыковки кронштейна с рамой. Осуществляю примерку. Все подходит идеально. В месте крепления к порогам оригинальный кронштейн сужается. Мне необходимо изобразить что-то похожее. Для этого мне нужно вырезать часть профиля в форме клина, подогнуть металл и проварить. Снимаю размеры, наношу разметку и еще раз все внимательно проверяю. Накерниваю места сверления,
Засверливаю вершины всех клиньев, чтобы вместе с гибой металл не заламывался. На всех 4 деталях вырезаю треугольные фрагменты, подгибаю металл, провариваю и получаю нужное сужение на новодельных кронштейнах. Устанавливаю новые кронштейны. Как вы уже заметили, 2 я установил на место оригинальных и еще 2 дополнительных по центру. К раме приварил уши для крепления конструкции, которую я условно назвал подрамником, но об этом чуть позже. Также вварил укосины для крепления пола. Для изготовления передней части рамы сделал кондуктор. Нарезал трубу и придал ей нужную форму. Забыл надеть очки и не заметил расфокусировки. Обварил, установил усилитель и сделал еще один комплект креплений для подрамника. Сам подрамник сделал из вазовских реактивных тяг. Почему именно они? Просто попались на глаза. Эти тяги выдерживают серьезные нагрузки, и с той, которую я их планирую загрузить, думаю, уверенно справятся. Все заготовки сделаны, все операции по подготовке к сварке труб в стык выполнил. Нарезал закладные трубы для усиления места стыков, снял фаски для качественной проварки. Подсобрал переднюю часть и после долгих танцев с уровнями обварил. Выставил подрамник со всеми креплениями, прихватил, а затем обварил. В верхнюю часть также вварил усилители и затем покрасил. Изготовил кронштейны крепления двигателя к подрамнику и накинул двигатель. Собственно, мы плавно подошли к ответу на вопрос, для чего подрамник спереди. Для установки двигателя от мотоцикла Днепр МТ-1036. Вместо 8 стоковых целых 36 лошадиных сил. Окончательную установку двигателя планирую после проведения всех работ по установке стартера, стартерного венца и прочей пусконаладки. После окончательной установки двигателя и полов будет собрана вторая часть рамы. Она будет съемной, сформирует второй уровень и усилит жесткость. На схеме съемная часть изображена красным. Делаю заднюю дверь. Собираю на коленке примитивный трубогиб и гну профильную трубу 20 на 20 для каркаса задней двери. Делаю каркас двери, к нему привариваю петли и обшивку. Расхититель социалистической собственности! Буду рад репостам, подписке, комментариям и кулакам с оттопыренным вверх большим пальцем. Всем бензина, кофеина и удачи!